финиша. Мировой чемпионат по автогонкам 1984 года по классу машин Формула-1. Все автогонки комментирует Клифф Джеймс. Вот здесь кончилась захватывающая история гонок, похожая больше на сказку. Как оказалось, всего два гонщика соперничали за первое место. В конце сезона каждый знает все. В начале же никто ничего. А начиналось это вот так. Это официальные представители автофедерации Балестри Николсон. А это гонщики Пики, Том Бэй и Мэнсел. Соперники настолько разные, что странно их видеть рядом. Перед конкурс автокрасавиц и кулуарные разговоры на специальные темы. На финише победительница оказалась трое. А закончилось это душем из шампанского, альтернативным топливом гонок по Формуле-1. Но теперь к делу. Машины были те же, что и в прошлом году, за исключением небольших изменений формы кузова. Нововведения коснулись также правил по горючему. Установлен предел 220 литров топлива на машину на одну гонку, причем ограничение объема заправного бака. Если в этих рамках гонщики могли вернуться, что счастливого пути. И еще одно новшество. Широкомасштабное использование электроники, например, бортового компьютера, если, конечно, машина снабжена им, позволяющая следить за оптимальным расходом топлива. Еще одно проявление научно-технического прогресса преследует единственную цель снизить скорость движения машин Формулы-1 настолько, чтобы они все-таки были видны зрителям. Это один из зрителей, Карлос Ротне, бывший гонщик. Это чемпион мира Пики на своем препухе модели Гордон's Marine W. Самый быстрый гонщик на самой скоростной машине. А это новый криогенный пост для охлаждения двигателей с дигитальными дисплеями, указывающими то ли на температуру ниже нуля, то ли на цену кубического сантиметра топлива во Франции. Мэнсел демонстрирует качество новых колес перед командой Макларена. Команда Рено использует охлаждение топливной смеси сухим льдом. Макларен алюминиевой фольгой. Ждем зеленого цвета. Анджелес на передней позиции. Зеленый цвет. Пике начал медленно. Альборетто на Феррари ушел первым. За ним колесо к колесу Уорвик. Мэнсел же пытается прорваться по внешнему кругу. Новая команда Макларена просто лауда идет по четвертому и шестому соответственно. Гонщики идут слитно впереди Альборетто на Феррари, получая баллы для приза «Резвая лошадь». Уоррик впервые идет на Рено обновленной конструкции, создание которой потребовало 6 лет. За Альборетто и Уорриком Лауда. Его Макларен идет лучше машины просто. Из-за большой скученности на старте Пике так и остался позади. Альборетто продолжает лидировать. А Прост тем временем разгоняет свой Макларен. Он обгоняет Арну. Лауда поравнялся с Уорриком, но обходя его на повороте, столкнулся с ним колесами, что, как мы увидим, привело к серьезным последствиям для Уоррика. У Альборетто сварились тормоза, что вытянуло его с трассы. Прост обгоняет Том Бэй, показывая, что новое оборудование, контролируемое впрыска топлива, позволяет ускориться, если это требуется. Тормоза Альборетто теперь работают как аппарат для изготовления вафель, что осложняет ему жизнь на трассе. Остальные машины идут в хорошем скоростном режиме. Альборетто остановился на яме. Команда пытается погасить сварившиеся тормоза. Пике умудрился оставить позади себя среднюю массу и при полном одобрении зрителей он сошел с трассы на повороте номер 41. Мэнсел шел на третьем месте, но просто обогнал его.
Warwick had stopped for tyres, so Warwick Lauda was in the lead, остановился поменять which always looks колеса, like the most поэтому natural thing in the world Лауда until вышел you на remember первое how long место. he's been doing Что it. неудивительно, учитывая этот But факт, Prost was что он still этому coming уже up. успел Finally научиться came за past even долгие Warwick, годы so now it was лидерства. McLaren's first and second, which was the world's first experience of what was to Прост become a догоняет familiar лидеров, phenomenon. выходит на второе место. Итак, впереди два Макларена. Это впервые в практике Формулы-1. Tom Bay arrived for new tyres in a beautiful Том slalom Бэй turn, неожиданно for which въезжает the на Renault пост data смены processing колес, centre was not полной prepared. неожиданности обслуживающей команда Рено. Our news Ferrari blew a turbo. Феррари Арну из турбины вырываются языки пламени. Prost came in for new Прост tyres. подъехал за новыми колесами. Это была достаточная задержка, но все же меньше, чем у Лауды, It was остановившийся a long следом за stop, ним. but not as long as Lauda's, who had come in just behind him. Lauda's onboard Bosch Motronics had packed up. У него Some say вышел because из of строя misleading signals инжектор sent by a топлива, malfunctioning washing machine in так downtown считалось, Rio. но оказалось, Lauda что got out of просто the car. индикатор неисправности допустил ошибку. Лауда покидает машину. Warwick, now back in the lead on Warwick softer вернулся на tyres, powered трассу. on. All the Renault На computers мягких were in agreement колесах that и nothing could устремился possibly go вперед. wrong. Rosberg won a tussle with De Angelis for Компьютерный third просчет spot. ситуации на But трассе something had указывает gone на wrong with Warwick's маловероятность Renault. каких-нибудь Long изменений. ago, when Lauda Росберг brushed wheels ведет with him, борьбу с the engine Анджелесом за suspension had третье finally come место, adrift, and after а spinning с off, Рено Warwick Уоррека limped home что-то saying не some в of the new порядке. French words he'd learned После into his helmet неудачного radio. столкновения с колесами Лауды потекла топливная смесь, So что Prost ran out the заставило winner, Уоррека снизить скорость и вспомнить все французские бранные слова, которым он научился and до Tom Bay ran соревнований. out of gas. Итак, A Прост triumph of the лидирует. new French У Том rules Бэя over кончилось Renault's new French горючее, computers. и он высказывает свое мнение о новых французских правилах по горючему и о новых французских компьютерах. Prost, justifiably pleased, Прост финиширует, said, "I can do it поднимая again, no руки, hands." как бы говоря этим, я смогу это повторить. I think I proved today that I was Прост as говорит, competitive я than last year неудачно with the выступал в Renault, and I команде think Рено, но we уверен, proved today together лучшим with с McLaren team Маклареном. and Michelin tire Машина and the type Макларен engine колеса that we are very, Мишлен very и competitive укрепленные this year, поршни and весьма I hope to win способствуют успеху в гонках the этого года. championship. Ведь Beginning я of season, опустился and на 2 I места hope to ниже в continue the классификации same по step. результатам прошлого. Я Down начал at Kyalami с in хорошего South задела Africa, в этом the сезоне Lions were и listening to надеюсь strange не упустить noises. удачи. Speed counts Южная at Африка. Kyalami. On the long Львы. straights, the Formula One Они cars do издают такой 200 miles an характерный hour рев, and don't go very слышимый much далеко slower вокруг. through the subsequent И такой же curves. рев издает In на трассе practice, машины Giancarlo Формулы-1, Ghenzani, going flat out through the привлекая Yusuke к ее крутым sweep for the first поворотам, time with full заставляющим tanks, заметно снижать tripped the скорость curb. с His 250 Osella went up like км в час, Vesuvius. достигаемый на прямых участках. Manfred Внимание Winkelhock got out of his многочисленных ATS зрителей. and went to take a На look. практике же это не всегда получается. Например, Пей Каллиган улетел с The Osella was трассы atomized, на but Ghenzani прикидке с полным miraculously баком remained горючего. intact. Его машина продолжительное время напоминала Meanwhile, Везувий. Patrick Tambay wiped Гонщик his hot shoes Выклухов so as остановил not to свой soil the 80 immaculate S и workings of the выскочил Renault из team's машины, space shot чтобы узнать, не technology. случилось ли чего-нибудь серьезного. Пожар был потушен с помощью пенных распылителей. Вот оказалось, вот что осталось от машины, как напоминание A крутых satellite вражек. link to the А Elysee это Том Palace. Бэй вытирает свои спортивные туфли, To the casual чтобы не observer, принести на них пыль и Renault грязь, looked all и weighed тем down самым не with being снизить up to уровень date. high technology, то есть новейшей технологии, применяемой при создании машин Рено. Piquet Прямая was on the связь с pole. Елисейским дворцом. He was still on Пикей it when был на everyone else передней went позиции past. при старте и ушел со старта первым. За ним к первому повороту But пристроился by the first Росберг. corner, he had caught up to Rosberg. Прост After changing был cars at the last вынужден minute, стартовать Prost had прямо to из start from the ямы. pit lane, В the prelude to результате an epic вынужденной drive. замены машины, In the early происшедшей stages, за it was a минуту question до of how long старта. Rosberg, whose На Williams начальном Honda was not этапе handling to his всех liking, интересовал could вопрос, hold off как долго Piquet. Росберг на машине Уильямс Honda сможет удержаться впереди Пикей. Недолго. Not long. Совсем недолго. Piquet scorched off ahead. Пикей ушел вперед. Very soon, his teammate И Fabi оторвался was достаточно riding далеко, shotgun. показывая, что Бребхем с For полным cars баком still fully способен loaded идти with fuel, чертовски the быстро. Brabhams were going awfully fast.
But Lauda, Однако who had Лауда, started in a gentleman стартовавший late со вторых position, позиций, was working his постепенно way догоняет inexorably лидеров, upward in what was to стараясь become part of his компенсировать pattern. для команды вынужденную задержку. Фаби на Бребхеме старается его удержать на расстоянии от Пике. Fabi, having blistered his tyres with too much of that fuel-heavy initial speed, Lauda went by and closed Но на on повороте Piquet. Лауда уходит на внешний круг и этим моментально воспользуется, обходя Фаби и приближаясь к Пике. Piquet put up his hand and begged to be Пике поднимает excused. руку, показывая, что снижает скорость. It was the same story as with С его Fabi. машиной та же Tyres worn out история, что и early. Фаби. Later on, both the Brabhams Преждевременный went out with износ engine trouble, колес. which Позже was to у become обоих the story of their Бребхемов lives. начнутся проблемы с двигателями, что принесет им серьезные неприятности. Prost, having made up much Прост ground, постепенно gave some of it наверстывает back when he came into упущенное, но tyres, вынужден with Tom Bay съехать с just трассы, behind чтобы him. сменить колеса. Следом за ним Том Бэй. Lauda powered on at the front. Лауда идет на первой позиции. Stops just for tyres Он weren't as much останавливается, fun чтобы as the сменить previous year's колеса. stops for Это fuel не as well, предварительная but задержка, a как и quick change was still предыдущие, crucial. связанные с топливом. Но все To же emphasise the fact, эта Tom потеря Bay took the quick времени way out through Prost's pit. не помешало ему. К тому же Том Бэй идет быстро по графику Проста. Rosberg У got away Росберга less smoothly. старт после ямы не получился скоростным. De Angelis came in, the Renault Подъезжает engine of his Анджелес. Lotus У spitting него из fire through выхлопной its трубы turbo. видны языки пламени. Out on the road after a tyre На change, трассе Warwick Уоррик и overtook Альборетто идут Alboreto, колесо в whose колесо. Ferrari was slowed by Однако у its own wing, Альборетто на which couldn't Феррари be set for speed or the поворот car would have колеса come не off, столь like точный. Beloff's Главное Tyrrell. быстро реагировать на поворот руля, что может вылиться Formula One car в became a нежелательный dirt track результат на крутом dragster. повороте. И But the вот в same данном shunt could случае have killed только him if the грязь dirt спасла hadn't been гонщика there. от печального исхода, учитывая скорость машин Формулы-1. Tom Bay ran out of petrol all Том over Бэй again and остановился, said кончилось things to the inside of горючее, his и он helmet, высказывает свое which must have отношение caused к red этому faces in his факту, pit выражения, and back at которые the Renault заставили factory, покраснеть which was undoubtedly испытанный patched in обслуживающий on the same персонал, а также wavelength. спортивное отделение фирмы Рено, представители Lauda которого headed for the поддерживают finishing line. He got радиоконтакт there с a few гонщиком. yards and a whole lap Лауда before Warwick, финиширует who was первым, обогнав nevertheless всего in на third несколько place. десятков Prost had worked all the way up to second spot Уорвика, and was the который, only впрочем, car on the same остается lap as his третьим, teammate. пропуская Проста. Anything as fast as the Итак, McLarens большой fell успех apart, команды anything as Макларена reliable и finished later. относительный Рено. The first race in Europe Первые was in соревнования в Belgium, Европе at проводили в Zolder, Бельгии, where Gilles на той же Villeneuve had been трассе, killed 2 years before. где 2 года empty назад helmet is погиб still there. Жиль Вильнёв, чей пустой шлем выставлен на стадионе. But the race goes Но on. однако гонки The продолжаются. Ferraris were happier than Команда in South Феррари Africa, по and Южной Alboreto Африке took the стартует pole, с первых with his позиций. teammate Arnoux Это just behind him. Альборетто и Дарну. Ferrari team Менеджер manager команды Forgieri was Феррари much in evidence. и пристально интересуется состоянием машин перед стартом. On the green light, На зеленой машины Rosberg screwed пошли, up, при этом Piquet Росберг took to the grass, буквально and Warwick's ввинтился на Renault got передовые between the позиции, Ferraris а before the first corner. постарался даже обойти соперников по газону. Принялся он между двумя Феррари к первому повороту. The three of them finished the race in that order. В таком Alboreto, порядке Warwick, они Arnoux, закончили год. but there were some adventures on the Альборетто, way. Уоррик и Арну. Winkelhock, indecently fast in the old Однако на трассе не ATS, was in обошлось без close touch, приключений. followed by Winkelhock, De который Angelis, блистал в Patrese начале Alpha, 70-х, Prost, шел Chiva, следом за Piquet, and лидером, so а on, за ними all the way back to Анджелес, Rosberg Прост, in Чивер, 21st Пике place и and другие. furiously determined to do Росберг, something about оказавшись it. на 21-м месте, прилагал все усилия, чтобы приблизиться к лидерам.
Frost trickled in after 5 laps, Фросту the пришлось electronics having притормозить presumably на been пятом круге, neutralized by так some как его spectators, Sony электроника была Walkman. нейтрализована Walkman'ом Rosberg, одного on из the other hand, was зрителей. going faster all the Росберг time. проходит He went гоняет including всех, Tom Bay. включая Том Бэя. Piquet was also eager to Пике improve также and шел brilliantly demoted быстро и в Arnoux. прекрасном стиле обошел Арну. Cheever, who had driven Чивер, his Alfa well up долго to 5th шедший place, was третьим, ill потерпел rewarded. неудачу. Piquet was still Пике reeling them all пытался in, настичь but Rosberg лидеров, was а threatening to reel in Росберг Piquet. Пике, For что 2 ему laps he made a удалось thorough на pest of двойном himself until повороте. Piquet made an Он даже uncharacteristic заставил move, Пике letting съехать на Rosberg газон through. левым бортом. Таким образом, Пике пропустил Росберга Pit вперед. stop time, and Warwick Уоррек changed to softer останавливается на tyres, яме, чтобы but поменять they were to bring колеса him no на более closer to the flying мягкие, в надежде, что Alboreto. поможет догнать летящего по трассе Альборетто. Alboreto only once put a wheel Альборетто wrong. допустил только одну ошибку, и это выбросило его на газон. In the days of the ground effect, it would have put him out, Такое but приключение now it only могло brought him in for вообще new вывести wheels. его из борьбы, но, к счастью, потребовалось только заменить колеса. Alboreto was stationary for only 11 Задержка с seconds, колесами but оказалась those were 11 недолгой, seconds но in which все же Rosberg были was getting better at coming упущены second. важные 11 секунд When Alboreto went out соперничества again, с however, Уорриком. he was still Однако, in first place. стартовав из ямы, Альборетто все же сохранил первую позицию. When Rosberg came in, he Росбергу stayed in for a потребовалось frustrating целых 15 seconds. 15 секунд на смену колес. Rosberg, a heavy Росберг, smoker, заядлый could perhaps be курильщик, supplied with an ему удалось attachment за to his это время helmet сделать through пару which he could take a быстрых few quick затяжек. drags at such moments. He lost Он 4 places переместился на and 4 came места out назад 6th. и ушел на дистанцию шестым. Rosberg thrillingly set about getting his Росберг lost затем places back. пытался Fell off наверстать Tyrrell and упущенное и Angelus's сумел Lotus, обойти who took in a Стирла single sweeping и S-bend maneuver, Анджелеса which must have одним depressed both of стремительным them маневром, equally. который, должно быть, произвел на них сильное впечатление. Arnoux went past Арну Piquet and back up обошел to third Пике и place. вернул себе третье место. Rosberg went past Росберг Piquet all еще over раз again. оставил позади себя Пике. Alboreto was busy lapping some very Альборетто prestigious обошел на people. повороте еще одного из аутсайдеров-любителей. Piquet's engine split Из and двигателей erupted, a машины sight that was Пике becoming sort of повалил familiar дым, already. вынудив его не только покинуть машину, но и отойти Alboreto на ran out the безопасное winner, расстояние. the first Italian to win Альборетто any стал Grand Prix in a победителем и Ferrari оказался for первым 18 итальянцем, years. выигравшим заезд на Феррари за последние 18 лет. Warwick was second and Arnoux's Уоррик был fourth became a вторым, third when Rosberg ran out Арну of gas half a перебрался на lap from третье home. место с четвертого после того, как у Росберга кончилось горючее, причем There were недалеко two от Ferrari финиша. drivers on the dais, and Два Alboreto was гонщика perhaps Феррари justified in поднялись на sounding a shade пьедестал cocky. почета. Альборетто просто сиял от Nobody счастья. knew it yet, but that was the last time both the McLarens would fail to finish. The San Marino Grand Prix was, К as этому usual, моменту не было еще effectively an известно, что в alternative последний раз Italian Grand гонщики Prix, Макларена being held at Imola пропустили кого-либо so that the вперед. Italian Ferrari fans could Гонщики congregate в in great numbers гонки в and hurl Сан-Марино abuse at all the считаются other чисто cars. итальянскими, поэтому все предсказывали Packet of 20 успех команды cigarette Феррари girls. при полной поддержке Prost, многочисленных not being поклонников. Italian, looked nervous. Такого же мнения были 20 рекламщиков Warwick от winked Марлборо. bravely. Прост, не The будучи chasers итальянцем, twitched. нервничал. Уорвик храбро подмигивал. Chivas stayed cool, Чизейра скривлялся. but he had to Чивер jump оставался ship, having спокойным, discovered вскоре fire in the выпрыгнул engine из room. машины, как коза, обнаружив пламя в моторном отделении. He took his form-fitting seat with him to a Он new даже car, захватил с while the собой old свое one smoldered. анатомическое сиденье в новую машину, в то время как старая Prelude to дымилась. space. Прелюдия к космическим стартам. Next year's microchip В Renault следующем mechanic году was already предполагается running as a использовать робота prototype. в качестве механика, похожего на этого. Piquet was on the Пике pole стал again, на but when первую the green позицию light перед went, стартом. Lauda's Но когда McLaren was slow зажегся getting зеленый, away,
And Prost Макларен led Лауды Piquet into the Tamburello, медленно, но followed by the верно two ушел Renaults with вперед. Arnoux Ferrari between them. Прост стал This was some поджимать Пике, за consolation ним for the Tifosi, выстроились два who had Рено been с thrown into Феррари и Арну despair между ними. by the horrible Это было sight of Alboreto некоторое starting from утешение 13th для place, owing to Тифози, trouble in вне себя practice. от горя из-за того, что Альборетто оказался где-то среди 30-х номеров из-за неполадок на старте. Tom Bay skated off, Том Бей having been скатился nudged с by трассы Chiva at после an того, awkward как в moment. момент поворота был While Tom подтолкнут Bay got on the Чивером. radio to Пока France, Том Бей the rest of связывался the по field радио explored the Франции, Disneyland остальные thrills of the машины Aqua ушли Minerale вперед, оставив chicane. его любоваться миражами, создаваемыми выхлопными системами. Tom Bay ran the gauntlet Том of the Бею sporting пришлось Italian пробежаться, crowd. чтобы уйти от посягательств со стороны темпераментных итальянских болельщиков. Chiva made a pit stop to fix Чиверу the flat пришлось he подъехать incurred к when hitting яме, Tom чтобы Bay. ликвидировать неполадку с оперением, возникшую после столкновения с Том Беем. Prost was in a motor race of his Прост own. лидировал на трассе в присущем только ему стиле. Rosberg was in a walking race of his own. Росберг передвигался But по the газону wily Lauda пешком, was in the присущем picture. только ему. Alboreto was up to 5th Макларен place by Лауда now, but обошел Lauda took it off him. Алборетто, идущего пятым, а Arnoux was затем in и 4th Арну, place and Lauda took that державшегося off на him. четвертом месте. Two Сразу Ferraris seen два off by one Феррари McLaren, на одном a ghastly Макларене. spectacle to Italian Ужасное eyes. зрелище для итальянского глаза. Alas for Lauda, В the конце early концов, strain on the starting маленькие grid now неприятности revealed на itself старте in сказались terminal на трассе, symptoms. что-то с электроникой. И это что-то заставило Лауду съехать на газон. As if picking up a last squeal of distress from his Просто teammates' на expiring повороте хватились electronics, тормоза, и Prost его занесло, contracted но a все case же of он bad brakes удержался and на spun, трассе but he kept revving and ran и on. продолжил гонку. Пике теснил со второго места Уорвик. Piquet lost second place to Warwick. Alboreto packed it in. Алборетто покидает машину. Piquet didn't give up. Пике отыграл He got второе second place место back from у Warwick, Уорвика, who had который been по радио advised by получил radio to команду lift his сбросить foot. газ. Prost came in for a Прост routine подъехал pit к stop. яме, обычная остановка. Arnoux took Арну fourth place обошел from Fabi, Фаби, some некоторая compensation for the компенсация Ferrari команде Феррари. Arnoux took third Арну place from the now отыгрывает третье economy-minded место Warwick. у Уорвика, занятого проблемами экономии Piquet горючего. came in with a blown turbo Пике and no World подъехал к Championship сервису points. с горящими турбинами и с минимальными шансами на сохранение чемпионского звания. Fabi blew his turbo on the У same lap, Фаби появилась as if to та prove же that the Brabhams were неисправность reliably на том же unreliable. повороте, что означает для Бребхема, что следует полагаться только на то, что действительно заслуживает этого. Prost was the winner, Прост a вышел whole lap ahead победителем, of Warwick, оторвавшись who на in целый addition to his fuel поворот shortage от had also Уорвика, lost fourth gear. который больше думал о том, But чтобы Arnoux's хватило Ferrari was горючего, а не о second, выигрыше. so it was not a complete catastrophe for the Затем на Italian финише был crowd. Феррари It was a Арну, disaster. что несколько Third man, De подбодрило Angelis, ran out of итальянскую fuel, as did De публику. Cesaris and Chiva. But the Неудача champagne was in Анджелеса, plentiful он supply. оказался без горючего, Prost что was first in позволило the Чиверу championship, обойти его. Warwick second, Но and все же на Lauda still финише only fifth. шампанское лилось потоками. Прост в первенстве Next stop, занимал первую Dijon for the позицию, French Grand Уорвик Prix. вторую, а To make Лауда practice только more пятую. interesting, it rained. Следующая Dijon, though гонка в twisty, is a Дижоне, quick circuit, Франция, где but not можно when it is full было of water. потренироваться в гонках под дождем. Дижон встретил трассу, Emerging больше from the похожей на waves came a ручей. new Tolman На that was гонке eventually to prove приехал highly Нил competitive. Толман, который оказал серьезную конкуренцию лидерам. But Впрочем, of у него course, было it с had a кем lot to compete соревноваться. against. On race day, it fined up. Tom Bay's Renault was on the pole, then De Angelis, Piquet, Rosberg and Prost, with Lauda back in midfield as usual. On the green light, Tom Bay and Piquet both had clutch creep. А Лауда, как всегда, в конце средней позиции. Tom Bay was boxed in, but he still managed to bodge his way through and take up an impressive lead, which he was to hold for 48 laps, thus showing what the Renault could do when everything in it was working at once. Behind Tom Bay came De Angelis and Mansell with a Lotus each, followed by Rosberg, who spent the whole race earning no points at all for making the Williams Honda look drivable, which everyone, including Frank Williams, knew it really wasn't.
демонстрируя прекрасные ходовые качества Хонды Уильямс, в чем сомневались все, в том числе Фрэнк Уильямс. The first three charged on unchangingly, but Rosberg inevitably relinquished fourth place, which was filled by Tambay's teammate Warwick, although Prost McLaren loomed in Warwick's right-hand mirror as Prost pulled out to go past Piquet into fifth place. Alboreto was out of it and spun off to underline the fact. Next, it was Lauda's turn to go past Piquet. Lauda was assisted in this maneuver by Piquet's turbo, which cooperatively blew up. Piquet pedalled the wrecked Brabham back to the pits so that it could catch fire properly in front of Gordon Murray. Piquet was tasting more foam than champagne and had added a fifth zero to his points total. Eating up Tombay's lead, Prost had a loose wheel that put him over the curb. He came straight in to have things put right. Tambay scooted away to safety. Tambay by now was in amongst the back markers. But Prost just sat there while 4 penneth of stripped thread dropped him from 2nd to 10th place. Tambay steamed on. Prost at last got back in amongst it. But the McLaren on Tombay's tail now belonged to Lauda. Lauda pressured Tambay into a turn wider than the curve. Alboreto gave up. Lauda came in for an 18-second stop that was quicker than Prost's, but too slow to keep Tambay from nipping back into the lead. But why was Shearer's arrows stationary? Lauda was away again in 2nd place. Shearer's arrows was stationary because Warwick's Renault had used it as a launching pad for a parabolic flight into the catch fencing. The front suspension came through the monocoque, but only bruised Warwick's leg instead of breaking it. Meanwhile, Lauda retook the lead from Tambay. The McLaren just had more of everything. Lauda won a race that Prost might have won, and Prost might have finished closer behind if his wheel hadn't worked loose again, a trivial fault which the now dominant-looking McLaren organisation made sure didn't recur. Mansell was a brave third, Tambay a worthy second, and Nicky the Rat had almost satisfied even his high standards. Monaco in the sunlight. Take a good look at what the place can offer when it isn't raining. Nobody realized, as the ancient Bugattis circulated, that when the big day came, the modern cars would go incomparably slower. Race day brought the rain. Prost and Mansell lined up beside the stake boats, with the 2 Ferraris behind them, then the Renaults and then Lauda and Piquet. When the green light glimmered, they rode away roughly in that order. Except Warwick's Renault came right around the outside and disappeared around the first curve just in time to clip Arnou's Ferrari. Arnoux got away with it, but Warwick rammed the barrier. Then Tambay rammed Warwick as De Angelis' Lotus and Petraeus' Alpha waited politely at the roadblock while planning an alternative itinerary. Warwick got out and limped off, favouring the leg he'd hurt at Dijon. Arnoux impinges on Warwick in this only slightly slow motion notion of how Prost looked leading the field up the rapids. Tambay now had a cracked leg to match Warwick's. Prost, McLaren and Mansell's Lotus kicked up a rainforest. Further back, Arnoux and Alboreto in the Ferraris felt their way through it. Tambay had a new vehicle. Warwick showed him how to work it. But now Lauda the water rat was up amongst the Ferraris. At Lowe's corner he snatched the short line off Alboreto and squeezed him out. Lauda dealt with Arnoux going up the hill past Rosie's.
Hainault's Ligier had already lost its nose cone when it found Patrase's Alpha suddenly athwart its forwards. But Hainault got round, and so did Piquet, fishtailing with unusual power on his way to another big fat zero. Alboreto had less luck at the Mirabeau, where he sat for some time watching the boat race go by. Альборетто не повезло, и он некоторое время наблюдал гонку как бы со стороны, пропуская машины. Rosberg was now running well in sixth position, Senna's Tolman squirting along in his wake. This was electrifying stuff from Senna, and all took due note of a hot shoe debut. Nigel Mansell in his Lotus had by this time grabbed the lead from Prost McLaren. This was the first time Mansell had ever led a Grand Prix, and he obviously liked the whole idea. A real English rain king like Sterling Moss, Mansell skated through the tunnel, which had been specially sluiced down, so as to present a road surface fully as lousy as the one outside. But just in front of Rosie's, he came unstuck. Mansell toured round with a bent rear wing. But he had two punctured tyres as well, so it was only a matter of time before Prost went past and Mansell went off. Elsewhere, Lauda's left-hand mirror now showed an approaching cloud of spray, which surprisingly turned out to be Senna and the Tolman sailing confidently by. Mansell, who had been sitting there in the cockpit while the rain filled it up like a hip bath, decided to step outside while he figured out what to do next. Eventually he concluded that his delinquent rear tire should be punished. Somewhere inside the jacuzzi that men call the tunnel under Lowe's Hotel, Rosberg's white Williams found itself being annoyed by new boy Stefan Belloff's black Tyrrell. As they shot out towards the harbour, Belloff went scooting past Rosberg and looked as if he could do that to a few more big names as well. But Lauda wouldn't be one of them, because he spun at the casino. Belloff went past Arnoux at the Mirabeau. Up ahead, Senna had done fastest lap and was closing on Prost. But at this rate, Belloff would soon be closing on both of them. Prost was still in front, a lap ahead of Alboreto, but Senna was clearly visible behind him to anyone wearing spearfishing goggles. Because now it really started to rain. On lap 31, clerk of the course Jackie Ickx, himself a great rain driver, took a hotly debated decision to stop the race early before someone drowned. Perhaps he just didn't want to see anyone run out of gas. If the race had gone on, Senna would probably have won it, and Prost been second instead of first. But if Prost, instead of half points for first in a short race, had got full points for second, it might have made a big difference to the World Championship at the end of the year. If. F1 is if spelled backwards. С первого на второе место. Тогда бы Прост получил бы не половину призовых очков за первое место незаконченной гонки, а баллы за второе место завершенной, что могло бы влиять на распределение места в гонке, если. Ну что ж, молодой Сенна, может быть, возьмет свой реванш и подтвердит свое блестящее умение ездить под дождем. Просто принимает победу с достоинством. Сейчас он более чем на 10 очков опережает Лауду, позади которого Арну и Уорвик. For the seventh round in the race for the great prize, back across the pond to Montreal, where Nigel Mansell was reminded that when flying the Atlantic first class, a driver should turn down every second meal. The Ferraris had broken out in suede accessories. The Brabhams had a sharky-looking new nose-mounted oil cooler. Piquet won the pole position, which was sort of standard, but what he really wanted was a victory, because Ascari's record of winning the World Championship one year and no point at all the next wasn't one that he wanted to equal. It wouldn't be understood in Brazil. Gordon Murray had designed the most powerful Grand Prix car ever seen, but the man sitting inside was becoming a bit anxious about whether it would ever stay in one piece. In the Williams pit, there was any amount of Japanese expertise, but Rosberg and Lafitte wanted to know when the car would steer straight. Frank Williams couldn't answer that question, so he talked about something else. Но вот Вильямса там не было. Видимо, Росберг уже достал его этим вопросом, поэтому Вильямс предпочел заняться чем-то другим. At the green light, Piquet was outgunned by Prost on the way to the first quick bend. Behind them came De Angelis' Lotus,
the two Ferraris, and then Mansell in the other Lotus, with Lauda back in his usual middle position. The engine of Prost McLaren wasn't at its sharpest, but he looked pretty comfortable up at the front. Prost was self-confessedly flabbergasted, therefore, when Piquet went past and pulled away by no more complex expedient, apparently, than just treading on the gas. It was a reminder that if the Brabham BMW could get some reliability to match its power, then the McLarens might still be required to step down. Behind the two leaders, Alboreto got in front of De Angelis, who was now sandwiched between the two Ferraris, with Mansell in fourth place, which meant that Arnoux was sandwiched between the two Loti. They forged on in that order, while Lauda, far back out of camera range, was doing his usual circumspect climb to eminence. Prost did his brilliant best to stay in touch with Piquet, but the McLaren had a bit less urge than usual, and the Brabham seemed to have even more. Alboreto sputtered to a halt with a now fuel pump, his mood perhaps not improved by the pain from his mouth, which an Italian motor racing journalist had helpfully punched not long previously. Warwick swept past De Angelis, two Renault engines in different chassis. But Piquet was supreme. Prost was only just still in there. And Lauda was coming further into the picture. Now it was Arnoux' turn to go past De Angelis. Arnoux set off after Piquet and Prost, but they were a long way away and his tyres weren't up to it. Mansell got in front of his teammate De Angelis, but both of them were lapped by Piquet. Meanwhile, Lauda had caught right up with Prost, whose engine was definitely off song. So despite the presence of the lapped Loti, it was really Piquet leading from the McLaren duo, with Lauda ahead of Prost. At this point, De Angelis took a shortcut across a corner. This was a bold tactic, but very nearly removed Lauda from the race. Lauda recovered, but it must have been a shock. Cheever's Alpha had failed the fuel economy test, and he used it as a surfboard to see if it would do better that way. Piquet, having led for 70 laps from flag to flag, came home to the 9 points he deserved, with nothing broken this time except a hoodoo. Пришел на финиш со столь необходимыми 9 зачетными баллами, при этом без единой поломки, исключая спортивную обувь. The new oil cooler had toasted his talented feet, but he was smiling by St. Lawrence. Detroit, and although the McLaren team were miles ahead in the Constructors' Championship, their drivers had something to worry about. Piquet. Но его гонщикам есть о чем беспокоиться. Это причина Пике. Paul Newman, a redoubtable driver in his own right, toured the pits and gave everyone a chance to wonder how Rosberg could be half the age of a film star and yet look twice as old. Maybe it was his moustache, the promising Brundle in his Tyrrell, the promising Bellob in his Tyrrell. Brundle and Bellob out of their cars for a lecture from Jackie Stewart about why Princess Anne wears a Rolex. Спонсор от Princess Anne, фирма Rolex. Fabi's Brabham caught fire before the race had even started. De Cesaris' Ligier hit the Armco with its throttle jammed open. De Cesaris carried his saddle back to the spare car. A beautiful day in a beautiful river in a less beautiful circuit, and once again Piquet was on the pole with Prost beside him. At the light, however, the third qualifier Nigel Mansell thought he saw a gap between the two front runners. There was a gap there, but it was a few inches narrower than a Lotus. The result was a major shunt.
Там был свободный Mansell got away safely behind Angelis and Prost, but Piquet was back where he'd started with Shearer's arrows T-boned dolefully into him. Alboretto's Ferrari wasn't doing very much either. Doomy-looking flags went out, which gave the watching world time to look at the action replay. It now became clear that Mansell had stripped a wheel off Piquet, who then hit Alboretto. Mercifully, Piquet's loose wheel didn't kill Senna. Instead, it just bounced about, reminding everybody, especially one presumes Mansell, that life is short enough already. Итак, Мэнсел сцепил за колесо Пике, который в свою очередь ударил машину Альборетто. Оторвавшееся колесо чуть было не убило Сенна и навело беспорядок во всем караване. On the restart, Piquet got away smoothly, although Prost found that Mansell was no whit abashed. А Прост не оставил никакой возможности Мэнселу вклиниться между ними. Prost held Mansell off, however. Then came Alboretto's Ferrari, followed by Cheever's Alfa. De Angelis and Warwick cheat by Giles, and only then Lauda. The Williamses were even further back. Альфа, Чивера, Warwick, Анджелес, машина Джал, и только потом Лауда. On they surged in roughly that order, with Cheever showing up well, now that the Alfa, untroubled for once by consumption requirements, was delivering the power of the previous year. Winkelhock's ATS liked the look of our cameraman and came straight over to have a chat. Everyone else pushed off around the circuit. Все же остальные решили завернуть и остаться на трассе. Winkelhock got out and wondered what else there was to do in Detroit at that hour. Winkelhock was to be only the first wreck of the day. Piquet led everyone safely through the chicane. But at a less tricky part of the circuit, Jonathan Palmer's punctured tyre led him into an altercation with the arm curve. Piquet was still trying to get rid of Prost, who felt the same way about Mansell. Alboretto, who was haunted by Cheever. This was tight, exciting stuff. It became more so when Mansell not only got up behind Prost on lap 10, but actually got past him. Then Cheever solved his Alboretto problem. For several laps, Mansell closed on Piquet in a most interesting manner, but the Lotus's gearbox couldn't stand the excitement. Prost stopped for tyres and came straight out again. The Chaserus in the Ligier had a spin and showed a touch of his old form by climbing the wall on recovery. Mansell's Lotus came into the pits for a permanent stay, and he climbed out. Мэнсел в результате попал на яму, где и остался навсегда. Belov's Tyrrell was in fifth place until the whole wheel went flat. It was the chicane that did it. На поврежденном колесе, пока вся начинка не полетела во все стороны. Brundle in the other Tyrrell went past Warwick. But that had at least something to do with the Renault's old enemy, its own gearbox. Running second after yet another Prost pit stop, Alboretto was closing on Piquet, but a split intercooler finally put him out. There were only 6 cars left in the race, and one of them was Brundle's Tyrrell, which went past Angelis's Lotus into second place. With not far to go, Prost unlapped himself just in time to hold Piquet up, while Brundle got closer. He got very close. Он почти догнал Проста, но все же недостаточно, чтобы обогнать. But not quite close enough. So Detroit was a nothing race for the McLarens, whereas the Brabhams, or one Brabham anyway, seemed to be back in business. Brundle was understandably beside himself. Piquet merely looked relieved. Fourth in the championship after De Angelis wasn't a lot for Piquet, but it was something. Просто на высоте, поддерживаемый Анджелесом, которому в дальнейшем необходимо реализовать свои резервы.
The Grand Prix circus moved south to Dallas. This was the first time the Dallasites had ever played host to a Grand Prix, and they were perhaps under the impression that a racing driver likes to go up and down, like a rodeo rider. Что гонщики любят ездить вверх-вниз, как ковбой родео. The Formula One teams were glad enough to be able to visit the с historic удовольствием buildings. посетили это историческое место. And the local girls А seemed able местные to bounce девушки, up как and down оказалось, without умеют sweating. танцевать долго, не потея. Температура воздуха доходила до 100 градусов по Фаренгейту, а внутри машины до 140. She was all right, Ей хорошо, and so was he. и ему тоже. The cars could be wrapped like chocolate Машины bars старались to stop the полностью fuel оградить от evaporating, солнца, чтобы предотвратить испарение перегретого but the drivers горючего. suffered from the heat. Гонщики Worse than страдали that, от they жары. suffered from the track, Потом они which was a страдали от mess. состояния The трассы, State так как Fair она Park была по circuit crumbled like консистенции cheese. похожа на плавленый сыр. American know-how was loudly Американская whistled in to технология repair the позволила damage, достаточно but быстро it was all very ликвидировать last minute недостатки and last трассы. gasp. Но это The дополнительные usual минуты rule и had been дополнительный waived about расход testing a new топлива. Grand Prix circuit with a lesser event Обычно, first. обычное The правило usual rule was проверки thus трассы proved содержит контроль с expensively to помощью be a good лазерной rule. техники. Это дорогостоящее There was мероприятие, some talk но of a правильное, boycott, but the race стоящее went того. on, as it had to, Разговоры because о the stars дорожном from Dallas were покрытии present шли, in person. но On the все же pole with началась. teammate Angelis beside И him, Dallas взял the старт. Lodi led away, На followed передней by стартовой Warwick's позиции Renault, Лотос Senna's Менсел, Tolman, за ним and the его коллега McLarens of Lauda по and команде Prost, did Анджелес, Rosberg sixth. преследуемый Arnoux should have been up there too, but his вплотную Ferrari had a Warwickом на misfire on Рено. the parade Затем lap and had to start from the Толмен, back, Лауда, an Прост, annoyance which fired him Росберг up на for what was to be a шестой позиции. spine-tingling performance. Арно удержался на старте из-за For now, неполадок though, систем he was зажигания, nowhere что in в результате evidence. привело Nor его was в Piquet. полусовершательное состояние. Mansell, De Angelis and Warwick Он steamed исчез из on поля through the heat. зрения следящих за гонкой. Пике The тоже не sliding было surface видно. gave way under Senna, who in practice had kept Менсел, going only Анджелес, by filling Warwick his стремились overalls with вперед ice сквозь cubes. жару. Недостаток, Rosberg was который already in снесло between the на two одном из первых McLarens виражей. as Senna resumed the Росберг был race going зажат между backwards. двумя Макларенами. And already up in contention was the extremely Сенна audacious продолжал гонку, Arnoux. двигаясь задом наперед, что The concrete вызвало walls made подъемное every настроение corner у a blind Арно. one. There were places where the Высокие surface was so монолитные bad that the барьеры right line делали was the only повороты line, слепыми so для they all had to гонщиков, queue что up. позволяло им двигаться только по линии, создавая очередь из машин. But where there were two Но там, lanes, где things still свободно happened, перемещались such as две Warwick машины в passing ряд, De там уже Angelis into шла second борьба. place. Вот, например, Уорвик обходит Анджелеса и оказывается на втором месте. Lauda, Rosberg and Prost led Лауда, Alboreto in a Росберг, rally Прост, cross as the circuit вели continued to Альборетту как disintegrate. ралли за собой, по мере того, как повороты становились все круче и круче. Brundle's Tyrrell having crashed Брандл in practice, остановился now it was из-за the turn of неисправности, Beloff. теперь уже приходилось Беллофу On the демонстрировать 10th lap, the способность. charging Warwick tried to scoop in На Mansell, круге but номер finished up 10 against a wall of Уорвика, tastefully painted пытавшихся tyres. обойти Менсел, занесло, и он, ударившись об ограждение, The повредил wall-banging колесо. Mansell's mirrors weren't empty, however. Менсел следил He had своими Lauda after him, and also his teammate De преследователями Angelis. зеркала, а за ним шли Лауда и его De Angelis коллега ran по away from команде Lauda and for Анджелес. 3 laps harried Mansell. But Rosberg was after both of them, and he Анджелес had все the big же advantage не that his убежал car от handled like Лауды this on any через 3 circuit. круга и догнал Мансела. Но к этой группе вплотную приблизился Росберг, который имел преимущество, так как его машина не так нагревалась под солнцем. By now, Tom Bay's leg was a bit Том Бэй better, but while неудачи, running in 5th идя на place, пятом his Renault месте left в a wheel гонке, behind, потерял which правое somebody колесо, souvenired. которое тут же кто-то Mansell was утащил still в fending качестве off сувенира. Rosberg with a thoroughness to which the Менсел Finn later все took public еще exception. удерживал за собой Росберга, жалея о том, что не везде на трассе были зрители. Prost, as was his right, Просто took advantage of увидев, the что они situation, увлеклись which didn't improve междоусобицей, Keke's и mood. постарался извлечь максимальную пользу из ситуации. The furious Rosberg Но got этот second place ужасный back against Росберг Toronto. сумел все же вернуть себе второе место. Mansell clipped the wall and faltered. Менсел задел стенку. Carried on by his own momentum, Rosberg went past Mansell into the lead. The 80,000 Texans present didn't realize how lucky they were to be getting all this instead of a mass walkout. Mansell didn't take it lying down, but it was his turn to face a shut door. Rosberg raised an arm in the time-honored finish gesture, which means sod off. Но все же Росберг
так вошел в Piquet, поворот, что plagued by a это damn означало throttle, saw a «закройся». little slip road just begging to Пики be так plugged by a занесло на Brabham. повороте, что его Брабхэм полностью закупорил въезд в маленькое боковое русло. Mansell went in to replace his banged-up Мэнсел приехал wheels. заменить изношенные колеса. However, when Prost Росберга, gave him a казались, galling растаяли как demonstration of дым, how well the McLaren когда на comports повороте itself, Макларен просто обошел его, так Alboreto как мог clipped the concrete обойти and got только out to find how Макларен. serious it У was. Альборетто неполадки, и Prost он was still in front, but покинул slowing машину, down чтобы because of a выяснить, puncture, насколько они which the granular серьезны. road surface didn't improve. He parked fraternally behind Alboretto's Ferrari. Прост был по-прежнему впереди, однако он шел медленнее, так как маленький камень, выскочивший из-под дорожного полотна, повредил ему топливный насос. Он пристроился в хвост машины Альборетто. Sierra's Arrows was on 3 wheels. Sierra's Arrows ехал на трех колесах. Rosberg was now back in front. Росберг опять стал лидером. Boutsen and the other Arrows А joined the вот и parked carpool. подпрыгивающий Arrows, присоединившийся к бесплатной автостоянке. Rosberg belted on. Росберг мчался вперед. Lauda, currently Lauda, third, шедший also третьим, joined the parked также carpool. оказался на стоянке Формулы-1. Rosberg won the whole thing, Росберг шел with первым, Arnoux a а scarcely где-то believable позади second, Арну, followed by De преследуемый Angelis and Анджелесом Lafitte, и whom it was Лафитом. good to Так see далеко, back что among не the видно. points. Mansell, coming fifth, had no gears left in the box Мэнсел at идет на all. пятом месте, Already причем коробки exhausted, he tried передач to не push the осталось ни car одного и home, целой but the heat had шестерни. taken its toll. Но He устав lost fifth place толкать to машину, Kinzani, but свалился was на given трассу. sixth, Жара сделала not just свое out of дело. compassion, Так but он because there потерял was scarcely пятое anything left место, out on the а track except возможно и mangled шестое, wreckage. хотя неизвестно, остался еще кто-нибудь на трассе. Может быть, Майкл Рэкич. Rosberg, who could go Rosberg through на hell первом and still месте, stroll out asking for a про light, себя chose the переживает victory days счастливые as the spot from победные which to tell минуты. Mansell И то, off. что ему удалось A private вывести из get-together борьбы was what those Мэнсела. two needed, but it's Вот hard to что он с resist the трудом microphone. сдерживая чувства, I сказал в don't think it's микрофон. Formula One tactics Я не what he was придерживался using. одной With тактики Prost на on my side, трассе. there was no Вот, например, problem. Прост быстрее Alan меня put на his nose once alongside прямой. me. Я тогда I give him пропускаю away его because he's вперед. quicker. And that's the way Однако we я operate лучше in прохожу F1. повороты. Last И 2 and здесь 3 я не laps might be a уступлю different story, but никому. not right in Не the beginning. обязательно, в конце концов, лидировать с самого начала в Back гонках to Europe Формулы-1. and an obscure little country called Вернемся в Britain. Европу, в маленькую странноватую страну, называемую Британией. The July sun shone bright on Brian's Брайтон, hatch. залитый солнцем. The Tyrrells were present, Вот Beloff Белов, in а one of рядом them с and ним Бранд, Johansson для taking over которого from the идет injured проверка Brundle. двигателей. But Balestri wanted the Tyrrells Однако эти punished for fiddling машины their ballast at были Detroit, наказаны so there was Балестри trouble за brewing. недостаточный по весу There was балласт real в trouble Детройtской for гонке, Cecotto, поэтому они who в crashed his сложном Tolman and hurt положении. his legs badly. Беда же случилась с Piquet, however, Толманом. was Он on the сломал pole себе again. обе ноги при Every pole sitter столкновении. was given a free motor scooter На by передней Emanuela, стартовой позиции which meant that опять she же was in Пике. Piquet's company Каждому, кто попал на continuously. первую позицию на старте, Someone somewhere дарили wants a мотороллер message с from you. хорошенькими пассажирками. Так что теперь это навсегда принадлежит Пике. Кто-то где-то. Вот ее девиз, надо думать. On the light, Piquet and Prost in the front Зеленый row led Пике, away за from ним Lauda Лауда and и De Анджелес, Angelis, followed by Warwick and и Arnoux. Арну. Down from Druids, they all swept В smoothly, этот поворот all все except for вписались. Trezi, who Все, got кроме sideways, Трези, pushing his которого teammate занесло Cheever так, wide. что его коллегу Alio's Чивера ram took вовсе off and унесло landed с in a nearby трассы. field. Он взвился в воздух и приземлился на зеленом поле. Piquet hurtled on, but Пике couldn't get away стремился from уйти от Prost. Проста, но никак Lauda was не мог. also up there, Лауда just ahead шел of Warwick and De непосредственно за Angelis. ними. Затем с интервалом Уорвик и Анджелес. Piquet, Prost and Пике и Lauda Прост и became a Лауда threesome. образовали лидирующий триумвират. Then Prost outbraked Затем Piquet at Прост Paddock and went ahead. догнал Пике и обошел его. While Piquet was still getting Пока over his Пике astonishment, находился в состоянии Lauda went удивления, past him at Лауда the next обошел его corner. на следующем повороте.
But Jonathan Palmer's crashed Один ram из caught гонщиков fire, потерпел and the marshals аварию, couldn't put it его out машина without flooding the road with загорелась, suds. ее не могли погасить, So the race пока was stopped. служители не залили ее пеной. Piquet was already coming in for tyres when the flag went out, but the Гонка restart была was based on where they were the приостановлена. К lap этому before моменту that, Пике как when раз he was first. собирался на яму, So менять Piquet was on колеса, the pole но again. появилась возможность проконтролировать и другие узлы. На повторном старте Пике опять This был time, первым. Prost out-dragged him to the first На corner. этот раз Прост ушел от него к первому углу, к первому повороту. Prost, Piquet, Lauda and the Prost, two Piquet, Renaults, Lauda but really и only два the Renault. McLarens and the Но sandwich на самом Brabham were деле ever in только it for Макларен и first place. Брабхэм, Пике могли бороться за первое место. In the course of time, Lauda В took second скорости place off Лауда Piquet. отыграл второе место у Пике. Piquet fought back around Пике Druids, попытался but было to no вернуть avail. потерянное, но ушел на внешний круг. Back in midfield, Еще the один two интересный Ferraris момент provided extra получился, thrills when they когда both два came up Феррари against the Ligier одновременно to Chaserus. подошли к Some повороту, said it was two который brains against проходил one, это and время others said that the odds were Тичейрос, even причем greater. никто не хотел уступить. Надо думать, что But up один at the из front, них the sight was all too напомнил familiar. другому Prost ahead of по Lauda, but радио both ahead кое-что of в everybody. мозгах, на что второй отреагировал не Or менее was it? достойным Lauda went выражением. ahead of Prost. Впереди ситуация уже знакомая зрителям. Прост впереди Лауды, и оба они впереди всех. So did Sura's Arrows, which was a lap behind. Что это? Лауда обходит просто обходит Zero Zeros, который отстал Then на Piquet круг. went past Prost, who was going Затем Пике backwards. обходит просто, который отступает на глазах. It was the gearbox, a common ailment Неполадки for с the low коробкой tyre and the передач, Renaults, but привычное rare for дело the для Рено, McLarens. но почти не встречающееся у Макларенов. Piquet kept chasing Lauda, but Пике his Brabham had преследует his Лауду, но что-то там не в порядке с двигателем. Warwick came through to a timely Уорвик сразу second же place, выходит на второе место. but it was Lauda's 22nd Но Grand это Prix была victory from 21-я 151 победа starts, Лауды в and he гонках now на scored большой more World приз, Championship больше, points чем than у anybody кого бы то ever. ни было. Tombé's Renault was mildly Рено on Томбе fire. слегка загорелась. Warwick was happy with his Уорвик offspring. радуется вместе Lauda со was своим only 1.5 наследником. points behind Лауда Prost in the всего World на полтора Championship, очка отстает and от young Проста. Ayrton Senna А was молодой already getting Сенна good at также squirting the оказался хорош в champagne. разбрызгивании шампанского. The German Grand Prix was at Hockenheim, a Следующее hot shoe соревнование в circuit Западной with an average lap of Германии, 130 miles per hour на plus in a сложной suitable трассе vehicle. длиной 130 миль. The weather was good, so Lauda Погода watched стояла TV отличная, outside while так Prost что worked on a Лауда tan. смотрел телевизор, а Прост загорал. De Angelis had just been trying Анджелос his Lotus пытался Versailles. приспособиться к бесконтактному выходу из машины. Back in my homeland, a На man моей built like that родине would be такой called человек snake hips. называется скользкий как змея. I would have been able to get in there Я, myself once. например, и не влезу в машину. Может быть, только когда-нибудь. Mansell must have been praying Мэнсел for rain, молится о дожде. because on race И day it дождь rained for пошел 1.5 и minutes шел on the всего grid. несколько минут. Prost was on the pole with Прост De был Angelis первым на beside him, старте. За then the ним two Renaults Анджелес, of Warwick and потом Tombé. два Рено, Уорвик Warwick и almost Томбе. mantled his way through to the Уорвик front, так же, but как и in the end it was De Angelis who nabbed top раньше, spot. попытался найти щель, но Анджелес был на высоте. In the second chicane, it was De Angelis, Со старта Prost, ушли в таком Piquet, порядке Warwick, Анджелес, Tombé, Прост, Senna, Пике, Alboreto, Уорвик, and Lauda. Томбе, Сенна, Альборетто и Лауда. De Angelis led into the stadium Анджелес with Prost in лидировал на close touch, стадионе, although непосредственно за Piquet ним was Прост, now ahead of но both the Пике уже Renaults, впереди followed by Рено, Senna's а за Tolman ними and Alboreto Толман in и the first Альборетто на Ferrari. Феррари. De Angelis, Prost and Анджелес, Piquet were a Прост и threesome, Пике with Warwick only составили just in тройку лидеров. contact. От них старался не But отстать he was more in Уорвик. contact than Senna, who lost a wing on the От quick part of the Уорвика оторвался Ostkurve Сенна, and went off который backwards улетел with с 170 поворота, miles per потеряв hour into the колесо Arco. и стриг газон на скорости 175 миль в час. Instead of dropping to his knees, Нет, чтобы And offering помолиться up Богу thanks, на he коленях, got он cross. послал проклятие в небеса.
With Senna gone, Lauda closed up to Так как fifth сошел behind Сенна, Warwick, Лауда but стал all eyes were to пятым the и front. Could приблизился De к Angelis keep Уорвику, it up? а впереди всех по-прежнему был Энджелес. Сумеет ли он удержаться? Maybe he could, but the Lotus couldn't. Он, The turbo took the count. может быть, и сумел бы, но сдался его Лотос, из Prost турбины now had которого the lead, повалил but Piquet дым. wanted it Прост too. теперь лидирует, Prost did но his best to Пике run тоже away не from прочь быть Piquet. первым. Прост старается вовсю уйти от Пике. While De Angelis did his best to drive a Анджелес bonfire all the старается way изо back всех to the сил pits. достичь ямы, не сгорев полностью. Piquet got past Prost, and there wasn't a Пике lot that the обошел Frenchman could просто, do что about мало it. кому из He'd chosen his французов tyres too удавалось. conservatively, Он and поменял Piquet is simply колеса very на те, good к at которым он driving привык fast. раньше, а на них De он Angelis' умеет Lotus ездить continued to burn быстро. up, along with his Лотос hopes of the Анджелеса championship. продолжает гореть, а Gardner's вместе с Ocello ним и achieved мечта о fleeting prominence. чемпионстве. Гарднер тоже нуждается в безотлагательной помощи. Mansell, having started 17th, Мэнсел, went past стартовавший в Arnoux into 70-х 6th номерах, place. старается обогнать Арну и выйти на 6-е место. Piquet's gearbox went sour and Коробка Prost передач в closed in. машине Пике Nor начала was Lauda барахлить, very что far позволило away. просто догнать его. Приблизился и Лауда. A lap later, Prost had got past Через Piquet, круг and просто Lauda was обошел closer Пике, still. а Лауда совсем к ним приблизился. Then Lauda went past Piquet Затем too. Лауда также обходит Пике. For the Brabham, a Duff gearbox was Да, at least a жесткая коробка variation on the передач usual на blown порядке turbo. устарела и не способна работать с турбонаддувом. Piquet went into the pits, Пике making the приехал signal на for a яму, standard tyre показывая, что ему change. The необходимо mechanics поменять performed колеса. brilliantly, Механики replacing сработали all four wheels прекрасно. in two Они pulls of a заменили lamb's все 4 leg. колеса за 10 секунд. Only И then did только Piquet после climb out of the этого car. Пике покинул It is машину. not known how Я не hard Bernie понимаю, and как они Gordon могли laughed at еще this. смеяться после этого. Prost turned down the boost Прост and came home лидировал first. и финишировал 3 more первым. championship points ahead of Еще на Lauda, 3 who was очка second. оторвался в общем Warwick was зачете third от and Mansell a Лауды, remarkable пришедшего fourth. вторым. Уорвик McLaren's был now had the третьим, manufacturer's Мэнсел championship третьим, almost in the четвертым. trophy cabinet. The driver's Макларен уже к championship этому моменту was obviously завоевал going to be between чемпионство two men in the среди same kind of производителей. car, unless De А Angelis got среди, lucky every time. а также стало ясно, что в личном зачете соревнования будет идти между двумя гонщиками, представляющими одну команду. Austria, Австрия. and the fastest circuit И in the самая calendar, the скоростная трасса Österreich в ring мире in в Styria. Штирии. The Red Arrows weren't all that much Это faster than the эскадрилья cars, «Красные which крылья», were которые qualifying at летают about пока все же 155 быстрее miles машин an hour. Формулы-1, средняя скорость которых доходит до 155 миль в час. A Harrier took a А sniff это before Харриер descending vertically демонстрирует as advertised. вертикальный взлет. The assembled Простые Austrians would rather австрийцы have всегда applauded болеют за Lauda, Лауду и but с they were glad удовольствием enough to give the reigning похлопали world бы ему. champion a hand when he climbed out of the cockpit wearing Но a funny ныне hat. царствующий гонщик в He мире had just Пике, won another а motor Лауде scooter предстоит for еще pole бороться position, с Простом. and perhaps he А wanted a это то ли Harrier гонщик на too. Харриере, то ли на мотороллере на старте. Something went wrong with the Что-то lights at the случилось start, со and De светофором на Angelis got старте. left on the grid. И Анджелес так и остался на стартовой решетке. Prost got ahead of Piquet, Просто followed обогнал by Пике, Lauda за and ним Senna, Лауда и sensationally Сенна, up что from не похоже 10th. на обычный старт. Nobody had any Никто plans не to stop the застрахован от tires or run износа out of колес или gas. от By this нехватки stage of the горючего, season, скажем. those problems Но were при largely нынешнем уровне licked. технологий, когда все Technology had made условия the usual многократно giant проверяется, strides, нелепым but it was all made a кажется nonsense отказ of by a dud set of starting стартового lights. светофора. The race got stopped, although not Гонка before остановлена, Rothengatter's но не Spirit had done потому, a spell as что a combine Спилет harvester. превратил свою машину в сенокосилку. So they all lined up Все again, topped up возвращаются на with fuel, исходные got out of the позиции, cars доливают and waited. горючее, покидают машины и ждут. So red, green, yellow, red. Piquet seemed to be Пике, transmitting to кажется, Gordon Murray обсуждает the некоторые details of some sort of подробности scheme. своего очередного бракосочетания. Piquet led the field away Пике on the стартовал slowest warm-up практически lap since the 40 days настолько in the медленно, wilderness. насколько возможно. He had seen the Впрочем, McLarens change Макларены еще tyres медленнее, and их didn't want новые them to get колеса scrubbed еще не in. обрели полный контакт с трассой.
There was nothing the rest of the drivers could do about this, except look at Austria Остальным ничего не and fill their оставалось, helmets как with fumes of оглядываться outrage. по сторонам, любуясь красотами Австрии, поля и перелеск, которые располагались по обеим сторонам от трассы. At the restart, При Piquet повторном hung старте fire, Пике letting засиделся на Prost into the старте, lead. пропустив вперед Проста. But such was the urge of the Brabham that Piquet was back in front after the first corner, К followed первому by повороту Prost, Пике вернул Tombe, уже первую Warwick, De позицию. Angelis, За ним Lauda, Прост, Томбей, Mansell, Senna, Уорвик, Alboreto, Анджелес, Лауда, Patrese, Сенна, Rosberg and Arnoux. Альборетто, Менсел и другие. In a disconcertingly short time, Senna's Tolman appeared ahead of В Mansell's скорости Lotus. Толману which wasn't in Mansell's сумела script at обойти all. машину Менсела, что явно не Eventually, понравилось Prost and последнему. Lauda were in line astern Пике behind теперь Piquet. преследуют Прост и Лауда. Rosberg came in with Росберг incurable приехал understeer. на яму с неливидируемыми неполадками. De Angelis in fourth place blew his Анджелес на engine and четвертом dumped oil месте on the опять Jochen загорелся, Rindt причем curve. на этот раз это было масло, которое к тому же текло на трассу. Piquet hit the oil and Пике twitched. попал на масляное пятно и его понесло. Prost, steering with one Прост, hand ведя because he was машину holding одной fourth рукой, а gear in with другую the other, держа hit на the same oil ручке and came off. переключений A передач, fateful slip-up. также попал на масло и улетел с трассы. Бесстрашный слаломист. Lauda now closed Лауда up on висит на Piquet, колесе у who was Пике, coming up to lap который Alboreto at приближается 180 на miles an скорости hour. 118 миль в час к Альборетто, Piquet was balked for a tiny отставшему moment. на круг. Пике заколебался на мгновение. Piquet was irritated Пике into даже an сбросил error, скорость, приходя в себя, и пропустил вперед Лауду. and Lauda went by, to the huge delight Полному of the whole of удовольствию всей Austria, Австрии. who haven't loved Такого anyone so much единодушия since the не Emperor Franz наблюдали Joseph. со времен Франца Иозефа. Lauda looked all Лауда set for first отлично шел place, на but his первом месте, gearbox must have однако picked его up коробка hypersonic передач vibrations from почувствовала какой Prost, персональный because suddenly it импульс gave от out коробки altogether. Проста и заставила Лауду притормозить. Lauda stirred the stick, however, and found Лауда, all the gears однако, again продолжил except гонку, fourth. используя все передачи, кроме четвертой. Piquet had dropped back with bald tires, Пике so Lauda came задержали home first, with Piquet second and на смене Alboreto filling лучших third колес, spot, поэтому Лауда after the финишировал unfortunate первым. Tombe succumbed За yet ним again to a Пике, bad потом engine. Альборетто, It was Lauda's державшись first на ever win третьем in front of the месте, home после того, crowd, как and on Томбе top of that it was also the остановился first из-за time he had got неполадки ahead двигателя. in the 1984 World Championship. Первый раз у себя дома Лауда занял первое место. On to При этом Holland он and впервые happy вышел на первую hippies позицию Zandvoort. в общем зачете мирового Avoiding the чемпионата traffic jams, 1984 some года. came to the circuit on Вперед в foot, Голландию в счастливый хиповый some Зандворт. approached by sea. Кто-то прибывал в город Zandvoort can пешком, be a кто-то windy морем. place, but the local А drivers эти have ребята adapted to the проверяют состояние conditions. трассы таким образом, несмотря на обычный сильный ветер, к которому, впрочем, они привыкли. Race day was fine enough for Сияние Renault's имен LaRousse to участников wear заставляет shades. смотреть на арену стадиона через темные очки. Rosberg was breathing fire Росберг, as как usual. обычно, дышит дымом. To cool him down, the Чтобы Williams охладить его, engineers installed a сотрудники cold drink Williams system in his снабжают car so машину that he could suck прохладительными juice through his напитками, helmet. который тот может подтягивать, не снимая шлема. Mansell had just been Менсел told говорит, that the что Williams ему team would have a команда drink button for Уильямса him next year провела в too. машину водопровод с кнопкой налива, Rosberg was reported to be less than утверждая, crazy что about это this просто prospect, необходимо. but the talking point Но receded постепенно into the этот background as оживленный they разговор revved up for сходит the на нет, start. особенно после сигнала на построение для старта. Prost was on the pole, Прост then на первой Piquet, De стартовой Angelis, позиции, за Warwick, ним Tombe Пике, and Уорвик, Lauda. Томбе, Анджелес Piquet had и his usual Лауда. clutch lag, but still led away. Пике, как всегда, Tombe стартовал charged forwards, медленно, но Lauda went впереди backwards. всех все же. So as they headed off Томбе into за the ним, dunes, Лауда it несколько was отстает. Piquet, Prost, Итак, лидеры Tombe, Пике, De Angelis, Томбе, Прост, Warwick, Анджелес, Rosberg, Росберг, Lafitte Уорвик, and Лафит Alboreto. и Альборетто. Piquet was on soft Пике tires идет and на couldn't be мягкой caught. резине, поэтому не может быть слишком резким на поворотах.
Prost, more conservative as Прост, usual, как was обычно, on был hard tyres and had консервативен и to pedal выступал to на keep up at жесткой all. резине, поэтому должен был держать скорость, The great thing чтобы about удержаться Zandvoort на is that the cars трассе. can get past each other in Необходимо a знать о corner трассе в even after Замбурге, 200 что mile an hour попытка обойти straight, so соперников на quite трассе frequently может they быть look as if they're успешной. racing. Однако даже на невысокой The скорости Chasers, of course, есть is проблема always удержаться racing, на whatever трассе. the circumstances. So Например, Cheever was perhaps not all that Ичигейра surprised to find всегда himself nudged onto the grass. продолжал гонку в любых условиях. А вот Чиверу пришлось лишь удивляться и думать, как можно продолжить борьбу на газоне. Piquet and Prost were way out in Пике front, but просто Lauda moved up лидирует, а past Лауда Angeles. обходит Анджелеса. Then Lauda went past Затем Tom Bay Лауда into fourth place обходит Том behind Бэй, Rosberg. укрепляясь вслед за Росбергом на 4-м месте. Piquet hadn't blown a turbo, it only looked that way. Пике What he не had сжег was свой an oil двигатель, leak. как это могло показаться со стороны. Дым вследствие небольшой утечки масла. Piquet's season was going up in smoke. Сезон кончался в дымке. Rosberg had done wonders, but Росбергу Lauda оставалось had the удивляться, wheels. но Лауда обошел и его. Piquet walked home without Пике obvious идет к rancor, финишу, но a graceful сохраняет loser whose growing достоинство, что self-control делает makes ему him ever more честь. Он formidable. умеет красиво проигрывать. Tom Bay lapped Том the Бэй ATS потерял of часть Winkelhock, глушителей, who который Winkel locked up попал a back под wheel in колесо surprise, Winkelhocku. and so induced a certain amount of Помимо understandable дыма trepidation вызвал in De состояние Angelis. небольшого шока. Пришлось поволноваться и Анджелесу. Teo Fabi in the other Brabham Фаби на was moving up Бребхеме aggressively пытался when he spun прорваться at в агрессивной Tarzan, манере, однако его but he kept the занесло и motor turning выкинуло and на drove on газон, towards a fine fifth где он place. постоянно держал горячим двигатель, чтобы бороться за 5-е место. Boots and Arrows, on the other hand, Роллс found it hard to пытается go on in придумать, this как condition. двигаться в таком состоянии. The frustrated Cheever also packed it Расстроенный in. Чивер также прекратил борьбу. So Prost came Итак, home with his Прост fourth выиграл Grand Prix заезд win of the четвертый year. раз в сезоне и But Lauda финишировал was second, первым. so Но he was Лауда still был marginally вторым ahead и in на 3 очка championship points. по-прежнему опережал Rosberg had gone out Проста with в fuel общем famine, зачете. but Mansell Росберг well остановился из-за deserved his нехватки third place. горючего, но Менсел, And up шедший there следом too, за looking ним, as явно enchanting as заслужил ever, was 3-е Monsieur место. Balestri. De Эти двое Angelis was still выглядят как всегда theoretically in the прекрасно, championship, обмениваясь but in fact it was now between the two McLaren drivers. So McLarens couldn't lose, and indeed the Constructors' Championship was now officially all Впереди theirs. два Макларена, которые вместе не могут проиграть. Итак, официально Маклареном выиграл The second Italian Grand Prix was called the Italian Grand Prix and held at Monza, which, even with 3 silly chicanes added, yields practice laps of 140 miles an hour and more. The McLaren team arrived going more slowly than that, but looking hard to stop. The Ferraris unloaded after the short trip from Maranello. The Ferraristi took nourishment before the big challenge to their vocal cords. Even to non-Italian eyes, there's something about a Ferrari. Piquet was after his 7th pole position. Bernie and Gordon were all for it, but they rather hoped Piquet would get more to keep than just his growing collection of identical motor scooters. A rainy Friday put the skids under a lot of people. Mansell wasn't the only one, which must have been a relief to him. Warwick also did a pirouette. So did Rottengatter, with flames added. Haino got further round than anybody. Еще один гонщик с пламенем под задним левым колесом. Хейна улетел Only to find дальше всех, himself behind Alio's преследуя evaporating нечто в ramp. дымовой завесе. Senna had signed for Lotus while still under contract to Tolman. The Tolman team had canned him, so he was explaining instead of он driving. объясняет вместо того, чтобы участвовать в гонке. The great Fazio Прибыл великий arrived. Фонзело, He won который this race выиграл 3 эту years гонку 3 running when года назад Monza was a на monster. Монце Монстр. Now he faced Balestre. Вот он разговаривает с Балестри. Piquet got another motor Пике scooter, получил but свой Prost очередной was right there мотороллер, beside за him ним in на второй second spot. позиции Прост. Although on the green light, Когда De зажегся Angelis with a зеленый, hot new Renault Анджелесу engine did a с mantle мощным between them. двигателем Рено удалось проскочить между ними. But Piquet trod on the power and led away into the first lap, followed by De Angelis, Prost, Tom Bay and Mansell, with Lauda starting slowly.
He had a bad back У and него a long оказалось race for плохое it to get начало, worse и in в if he дальнейшем ему overdid придется things как early on. следует потрудиться, чтобы вернуться на передовые позиции в гонке. Piquet stretched out Пике into the стремительно lead. лидировал. The Ferraris had qualified Феррари even behind the оказались Alphas, даже позади so a lot машин of the Альфа, Tifosi had поэтому gone многие home. болельщики покинули трассу. Piquet had a brutal Пике momento был in the сложный Lesmo момент на curves трассе, and но may он have выбрался fractured из a нее с component честью. at this point. Просто задымился двигатель, как оно часто Prost got случалось closer у to Piquet until Брэмптона. his engine blew like a Brabham. No points. И ничего не оставалось, He как looked for a найти nice quiet себе place to укромное park where the местечко, sporting spectators wouldn't throw где stones можно at him, было бы but he остановиться, не couldn't find it, боясь and they did. подвергнуться обстрелу камнями со стороны итальянских болельщиков. Fabi, Но он on не his смог metal in найти the other такое место Brabham, и получил was running a порцию fast third камней. to Tom Bay when he Фаби overdid it пытался going into обойти a Том chicane. Бэя на As it двойном Zandvoort, though, повороте, Fabi но kept a ушел show за on or нос, near the впрочем, road. сразу же He продолжил dropped back to гонку. ninth, И but чтобы was soon доказать leaving другую Alboreto такую behind all гонщику, over где-то на again. трассе вскоре обошел Алборетто. Mansell's Lotus took a Лотос dust bath. Менсела загорелся. Piquet still led Пике Tom Bay, по-прежнему who had лидирует, coped well with being преследует blacked Том out Бэй, by oil точно spray when проходит Prost's engine масляное blew. пятно, оставленное на But трассе Piquet's просто. Brabham began to make smoke. Но после It was поворота a cracked radiator, у него начинает probably дымиться incurred during двигатель. that bad moment at Причина Lesmo. лопнувший радиатор. Tom Bay went Может быть, by into the lead. лопнувший в тот момент, когда Брэмптон не совсем вписался в поворот. Теперь лидер Том Бэй. De Angelis, having calmed out, Lauda had quietly moved up to second place, but Fabi was definitely back in business. Но в спор вмешивается еще и Фаби. Back in the pits, Piquet was walking away. No points, just another motor scooter. Лишь еще один мотороллер. Tom Bay scorched on, Том his Бэй heavy ходит breathing no вперед, doubt being лидируя listened to on the заездом. Quai d'Orsay. But Lauda, the Но вот master Лауда, strategist, мастер having тактики weighed на the трассе, prospect of 9 чувствует points against the просто pain they would несколько cause his strap увеличивает back, скорость и ceased шестого playing for места safety and перемещается cranked вперед, up the то есть boost. не Фаби He со outran второго Fabi into места. second place. Затем на следующем круге он обходит и Том Бэй. He lapped at 140 plus and outran Tom Bay into first place. Fabi's engine died of Двигатель disappointment. Фаби глохнет от расстройства. Tom Bay went out Том with a Бэй bent возвращается throttle. на стадион The таким Italian вот crowd образом, lustily cheered что these two несколько retirements. приободряет итальянскую But публику. Lauda, winding it down И now вот to favor Лауда his aching пересекает spine, cruised home финишную behind черту a back первым, marker за to ним first Альборетто на place, Феррари, он with второй. Alboretto's Ferrari in Что ж, для second Феррари place. и для So for итальянской the Ferrari публики fans, the это day не wasn't такой all уж и плохой disaster. день. It was for Chiva. Не His Alfa повезло ran out of Чиверу, fuel, letting машина, Patrese которая не дошла Alfa до into финиша third из-за place. нехватки горючего. В результате он If Lauda пропустил couldn't третье exactly место. smell the World Championship yet, Trace's Alfa. Prost could smell the loss of it, Если because Лауда Monza was уже where he мог started унюхать losing it запах the last победы, time. то That просто half-point нюхать lead запах of Lauda's поражения. might Здесь just be the Монце thin ему end of можно the wedge. было проиграть Prost последний was раз. running out of Это races, он but there должен were still был two иметь в left. виду на будущее. The first of them was at the Оставалось Nürburgring, еще 2 тура which used to look соревнования. like Но this 50 years в ago, Нюрнбурге, in the days when the вот как Mercedes она and Auto выглядела unions 50 лет тому convinced the назад, world во that Hitler времена, когда couldn't в be all Германии bad. большие гонки He could, политики of выиграл course, Гитлер. but it never Так что has было been трудно easy to keep a соперничать level с ним head when the в таких engines are howling. маломощных машинах. But Germany's second Grand Prix of 1984, Но в called the European Grand 1984 Prix, году вторая was run on гонка the new Гран-при в or Германии Neue Nürburgring, отличалась a по трассе computer-designed, таким snooker-smooth образом. mini offshoot of the Небольшим old or новым куском, alt one. полностью вычисленным The на old one компьютере was и where с Lauda помощью него же crashed, burned, and построенным. almost died. Something that would have led mere А на mortals старом to кольце в avoid свое the время area. разбился No, и горелся because и if чуть you был had не погиб overcome an Лауда. accident 8 years ago, you do Когда overcome it. какая-то If you деревяншка попала don't ему в overcome it in 8 передний years, мост. you will never overcome it. Конечно, So если basically, I come помнить о here каждом normal. несчастном случае, то Sure, очень that's the трудно place where I выходить had my на accident, трассу, but really, рассчитывая на it doesn't победу. bother me. Иначе Of говоря, course, the чтобы иметь circuit's успех, completely необходимо new. It's забыть обо a different всем, thing altogether. кроме самой What do you think of трассы. the new Nürburgring? I Спрашиваю think it's Лауду very его good. It's one of мнение the о safest трассе circuits in the предстоящей world. гонки. Лауда. The layout is Трасса very good. I think it's the хорошая, ideal одна circuit из for a Grand самых Prix. безопасных в мире. There was a Покрытие growing очень consensus хорошее. that the new Здесь track приятно was бороться за safe and большой nothing приз. else. But Конечно, if были anyone had a другие right, it was мнения, the... но его мнение было вернее других. Prost, his work Прост, cut out, его suited серьезнейший up. конкурент, одевается к старту. Hand signals explained to him why Мэнслу the new engine would be even объясняют, better что than the one теперь he у had него half an более hour хороший ago. двигатель, чем тот, что был на Rain полгода tires were on назад. for practice У because Проста the на Eiffel машине weather was специальная running true резина to для its гонок October под form. дождем. Race day was sunny, but День Prost bent his car гонок in было the warm-up. солнечно, однако On Прост such a ударил safe свою circuit, машину при it is a выезде, так safety что car. безопасные But they шины straightened the подвели его McLaren out безопасную before the машину. race. Но команда успела
команда успела починить So Макларен до Piquet was on начала the pole года. with Prost beside him,
Then Так, Tom Bay Пике and Rosberg стартовал in the second row. первым Прост, Lauda за ним had Том Бей, vile luck in Росберг во practice and втором ряду, started Лауду, 15th. как Tom Bay обычно, almost fought ему his не way through, повезло, и but он Prost стартовал was на leading as 15. some of the field went round the Том Бей S-bend. стартовал с 4-й скорости, но Прост ушел на дистанцию первым. 5 cars, however, 5 chose the машин scenic route решила after пойти Senna's другим Tolman took путем off from после the того, back of как Толман Rosberg's ударил Williams. в зад машине Росберга. Senna and Rosberg were both out. Росберг в этой Rosberg hated the промежуточной circuit гонке обошел anyway, as an всех, insult to но все Finland. же вне трассы. Command of the remaining Прост cars. оставшихся машин. Senna reassembled the Tolman. Сценарий гонки оказался очень прост в плане After Prost Толмана. came Tom Bay, Piquet, Warwick, the После Ferraris Проста and шли the Том Бей, Alphas. Пике, Уорвик и Феррари, затем и Альфа. But Lauda was already up Лауда from, уже and he made it 8th when he а split the потом на Alphas. 8-й расщепив команду Альфа. He was 6th when he split the Затем Ferrari. Феррари, а потом повел who was борьбу trying за to snatch fourth place четвертое from место Warwick. с Уорвиком. Under pressure, Warwick missed Но a gear, Уорвик, but мистер still held коробка Alboreto скоростей, off. смог уйти от Феррари и Альборетто. Alboreto held Lauda up. Альборетто придерживал Лауду за собой. Lauda, who knew that Лауда, Prost was зная, running что away Прост with it up впереди, at the прилагал front, все усилия, чтобы уйти uncharacteristically let из-под плотной impatience петли. get the Но better все of же him. и он живой человек. So he was human after all. It was a И reminder под that there's a lot of айсбергом temperament under all that самообладания self-mastery. до времени скрыт сильный темперамент. 20 seconds ahead of Tom Bay, Prost had the Том Бей race in the шел bag and the championship back within reach. 22-м, потеряв все надежды Piquet в had a этом bad gear чемпионате. linkage, but Tom Bay had a misfire, Piquet обошел so Том Бей, Piquet caught him and переместился went во второе past into место. second place. Mansell was in 6th place when his Mansell был engine на blew up шестом and месте, dumped oil когда from его which it двигатель spun off, загорелся. comprehensively on fire underneath. И разлилось масло при заносе. The marshals Машина were good в at течение waving нескольких flags, секунд but the оказалась ones в holding the пламени. fire extinguishers Персонал held back прекрасно shyly. махал флажками, подзывая кого-нибудь с огнетушителем, чтобы погасить огонь. Finally, Mansell Тогда persuaded them to Мэнсел approach close помогал enough служителю so that he приблизиться к could машине, borrow an доходчиво extinguisher объясняя, and что set опасно, to а что work. нет. И в конце концов сам взялся за дело. Half a minute up on Piquet На and полминуты Alboreto, впереди Prost, already Альборетто и thinking of Пике, Portugal, Прост cruised to приближался к victory. финишу и победе. Piquet and Alboreto У were both running Альборетто и out of Пике petrol and кончалось shimmied горючее, their поэтому cars они to слегка slosh any last раскачивали smidgen into свои the fuel машины на pumps. трассе в диковинном Alboreto танце. won the economy run and took second Альборетто place. выиграл этот экономный заезд. Lauda came in fourth and Лауда made пришел 3 very четвертым important и набрал points. еще 3 очень важных Piquet очка. and Alboreto knew that the Пике и fuel rules Альборетто were foolish, подтвердили общее мнение, что правила по горючему but созданы on the victory дураками. days, Prost had Свой graver победный matters день to consider. у Проста было над Yeah, I чем think серьезно it's very подумать. important to finish the Для меня championship in очень the last важно, race. сказал Прост, For победить в me, следующей гонке, поэтому I я wanted начну to к ней go to the готовиться last race буквально and, без передышки. with no У holidays, меня you know был what I mean. хороший And, сезон, много I did побед, a good, но very все же fantastic я season, очень really good хочу season. And I выиграть этот absolutely want to win чемпионат. the championship. Но даже And если я его even не if I do not выиграю, win я it, хочу I сделать want to большой go to задел Estoril with a на chance. That's будущее. what I did today. Lauda's lead soon looked even Лауда thinner than лидирует this. в общем зачете, The хотя Tyrrell ballast разрыв bastard не at так уж choice could well велик. have been a bad rap, Коллеги but Федерации judgment had now been handed команду down Тирол, and поэтому confiscated championship победные points had баллы been последующие на redistributed. где они участвовали, Lauda was now only перераспределили 3.5 points между его ahead, which победителями. meant that if Это Prost finished обозначало, first, что если Lauda had Прост to be в second or будущей he would гонке not be придет champion. первым, то The Лауде mathematics of необходимо it all было were прийти perhaps вторым, lost on some of иначе the он local проиграет чемпионат. entrepreneurs. Эта математика была доступна даже местным счетоводам-любителям. And so, in every sense, it Итак, all все came down to взоры прикованы Estoril. к новому этапу борьбы за Гран-при. The smart place to be was in the McLaren Приятно pit. побывать на яме команды Макларен. Здесь Princess Stephanie интересно was there, даже disguised as a мальчишкам. boy. Lauda reckoned Лауда she и was Прост Prost's варятся в problem. своих проблемах. Rain stopped practice, so the mechanics Дождь played мешает ходу football. подготовки, механики играют в футбол. The heavy police presence Мощные tried to полицейские confiscate the собаки ball. в поисках мяча. А вернул мяч Mansell Мэнсел. got the ball back. Lauda and Лауда Prost и disappointed Прост the расстроили journalists by behaving журналистов like the своим gentlemen they джентльменским both are. поведением перед стартом.
Piquet had won his ninth motor scooter, and once again Prost was go. Lauda started from 10th, 9 places in the championship. Piquet goofed with the clutch, and Rosberg came sizzling down the outside to lead on the first curve from Mansell. Prost, Piquet, Senna, Alboreto, De Angelis, and the two Renaults. Alboreto, Angelis, затем оба Рено. After the Renaults came Johansson's Tolman and Fosse Alphas, and only then Lauda in 13th place. Piquet spun off on the first lap and rejoined low down the field. Rosberg put distance between himself and Mansell, but Mansell could not do this. Lauda made progress as far as Johansson, who was running 6th. Prost slipstreamed Rosberg, outbraked him with cruel ease. Суровая, но правда. Rosberg then found Mansell trying the same maneuver. Rosberg chopped Mansell out, crying the Finnish word for, "I remember Dallas, you commie bastard." But on the next lap, Mansell's Lotus had what Rosberg's Williams hadn't. На что не способен Уильямс Росберга. Лауда вспомнил свою ошибку в предыдущем туре и решил ее больше не повторять. And eventually saw daylight. Johansson butted him, but it was a farewell gesture. Lauda's next obstacle was in 5th place, Alboreto. Но это не вышло. Теперь надо было продвигаться еще ближе к лидеру. Прост слегка задержался за одним из аутсайдеров, но между ним и Лаудой оставалось все-таки 3 машины. Нет, 2 после обгона Росберга. Senna was running strongly in 3rd place, but he couldn't keep Lauda out of his slipstream. Lauda swept past Senna, but still had between himself and the great Теперь prize. между ним и Гран-при оставалась только одна машина — Mansell. Alboreto spun off in 5th place, but kept державшегося на going. 5-м месте, занесло, но он смог продолжить гонку. Mansell's spin was more serious. One of his front brakes was grabbing. You could see smoke coming out of it when he got going again. Повалил дым. Он постарался продолжить гонку. This was all that Lauda could have hoped for, but that was no because Lauda raced by into 2nd place. Mansell за всех сил пытался наверстать упущенное. Mansell did his bulldog breed best to get back what he had lost, but the brake had popped a caliper and soon threw him off definitively. Скорости и заставила его сойти с трассы. Mansell kept going, but it was now clear that he was going only as far as но the всем было pits. ясно, что только для того, чтобы добраться до ямы. Lauda couldn't catch Prost Лауде and трудно didn't было need догнать to, просто, so he но ему это prudently было и turned не down the нужно, boot. не рискуя, продолжал гонку. Prost did the same and ran out an easy. Some compensation for the loss of the championship. Lauda came home to his 3rd World Championship with the lapped Piquet and Rosberg, both ex-world champions themselves, saluting him like chase planes. The season had been almost a monopoly for the McLarens, but it had not been dull, mainly because Prost, Andretti and Peterson, who knows what might have been. Senna looked as if he might belong up there, but Lauda and Prost had proved something. Лауда говорит, это было самое жесткое соперничество, в котором я когда-либо участвовал. Это был самый серьезный и трудный чемпионат для меня. How many times have I asked you not to Сколько call раз me я at просил work? тебя не общаться со мной, когда я работаю. And that was how the story came Вот так out. и кончилась The old наша hand won история. the Старый defeat боец выиграл, потому philosophically. что никогда In не his own терял words, судить. next year. В следующем The году new все season начнется starts here. заново.